Иране шахеды на Красной площади, видеографика в монтаже парада, Белоусов без формы, а Лукашенко с сыном подальше от Путина и Си Цзиньпиня. Как прошел закрытый парад в Москве, почему людей не подпустили к сцене, обзор. Эстония вывесила плакат с Путлером на границе с Россией, а Польша установила памятник Путину в виде фаллоса. Как Европа передавала сигнал России. Министры иностранных дел ЕС собрались во Львове для одобрения спецтрибунала для Путина и заявления США. России надо умерить аппетиты. Почему в Белом доме заговорили об украинских территориях? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, в Москве завершился парад, который принимали Путин и лидер Китая Си Цзиньпинь. Других гостей, которые прилетели в Россию, на трибуне рядом с Путиным не было. Отдельное место выделили даже Лукашенко, который прибыл в Москву с сыном Колей. Добрались до Красной площади и президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В этом году парад впервые принимал министр обороны РФ Андрей Белоусов вместо своего предшественника Шойгу. Белоусов был в деловом костюме и, несмотря на то, что является министром обороны, не является кадровым военным и не имеет военного опыта. Он не служил в армии и не занимал должностей в военных структурах до своего назначения. В параде участвовали более 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии РФ. Кроме того, по площади, Красной площади, прошли военные из 13 стран. Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а еще из Азербайджана, несмотря на отказ президента Алиева приехать в Москву. Прошлись по Москве и военные Китая. Их приветствовал Си Цзиньпинь. Путин в этот момент не встал. Речь Путина была коротка, он не вспоминал о войне в Украине и в целом об Украине. Заявил лишь, что во Второй мировой воевало почти 80% населения планеты, и открытие Второго фронта в Европе приблизило победу. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего. Слава народу-победителю! Впервые на параде участвовали подразделения беспилотных войск РФ. Товарищу Си и всем остальным гостям дали возможность посмотреть на ударные дроны, которыми ежедневно бьют по украинским городам. А еще россиянам показали очень качественную видеографику, подмонтированную в трансляцию. Это произошло во время выполнения кубинского бриллианта, уникальной фигуры высшего пилотажа, которая выполняется российскими пилотажными группами «Русские витязи» и «Стрижи». На кадрах видно, как камера якобы обгоняет истребители, пролетает возле турбины самолета, а также вылетает из турбины, что, конечно же, невозможно, хотя бы из-за техники безопасности. Другие камеры при этом транслировали общий план авиации в небе, уже это был реальный пролет. Отмечу, что на парад попасть просто так было невозможно. Мобильная связь в Москве была заглушена, как и обещали. Кроме того, такой большой праздник и парад оказался доступным только для особенных россиян. Простой люд был фактически не допущен. Накануне центр Москвы был полностью перекрыт. Магазины были опечатаны. Меры контроля такие, что и мышь не проскочит. Как вам, кстати, такой диссонанс? Заявление о большом празднике, параде, об общей победе, а в итоге проход для многих запрещен. Напишите в комментариях. Здесь можно провести параллели с выбором Папы Римского. Вчера на площади Святого Петра в Ватикане, после того, как из дымохода над Сикстинской капеллой пошел белый дым и стало известно, что Папа избран, со всего Рима съехались десятки тысяч людей, и всем им был беспрепятственный доступ. Это был большой праздник. В то же время в РФ доступ к главному параду был, повторюсь, закрыт.
Налета дронов и прочего не было. Никаких атак, которые ранее активно обсуждались. Отмечу, что параллельно с тем, как в Москве проходила демонстрация военной силы, в Украине, во Львове собрались министры иностранных дел европейских государств и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Они отправились на известнейшее Лычаковское кладбище, на поле почетных погребений, где похоронены украинские военные, погибшие в российско-украинской войне. Напомню, что во Львове сегодня министры ЕС собираются одобрить создание трибунала для Путина и российских чиновников и объявят о выделении 1 миллиарда евро на оборонную промышленность Украины. В то же время в Польше передали привет Москве. Там поставили памятник Путину. Форму видите сами. А музей эстонского города Нарва установил на границе с Россией крупный плакат, приравнивающий Путина к лидеру нацистской Германии Гитлеру. Плакат с текстом «Путлер, военный преступник» был размещен на стене Нарвского замка, обращенной к российской стороне. К российской стороне обратился и вице-президент США Ди Венс. Он дал понять, что Москва должна умерить аппетиты и не может рассчитывать на территории, которые еще не захватила, говорит Венс. Мы посмотрим, как будут развиваться события. Россия просит слишком много, потому что считает, что побеждает. Украинцы хотят перемирия, так как последние месяцы дела у них идут не лучшим образом. Мы не хотим краха Украины, она должна остаться суверенной страной, но Россия не может рассчитывать на территории, которые еще не захватила. То, что они вообще начали переговоры и предложили конкретные мирные планы, это уже прогресс. Но мы знали, что первое предложение России будет чрезмерным. Это часть переговоров. Меня это не беспокоит, но если Россия будет действовать недобросовестно, президент скажет «мы выходим». Тогда Россия и Украина будут решать конфликт без участия США. Это не в интересах ни одной из сторон, но мы не можем заставить их договориться. Литва же накануне парада в Москве передала сигнал Путину. В Вильнюсе заявили, что выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин, говорит о том, как Вильнюс собирается защищать страну и каждый ее сантиметр, начиная с границы. Причины нашего выхода из конвенции были четкими, и они касались не столько конвенции как таковой, сколько того, что нам нужны меры, которые позволят нам остановить пехоту врага и усилить весь наш арсенал контрмобильности и инструментов. По словам министра иностранных дел, Литва рассматривает сотрудничество между оборонной промышленностью ЕС и США как часть своей оборонной кооперации. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готовит план «Б» на случай вывода войск США из Европы. В частности, Литва намерена опираться на сотрудничество с Германией для обеспечения своей безопасности. Известно, что Германия обязалась разместить в Литве военную бригаду к концу 2027 года. В апреле 2024 года в Вильнюс прибыла первая группа немецких военных для подготовки к передислокации. По словам Науседы, размещение немецкой бригады не только усилит безопасность, но и откроет новые возможности для сотрудничества в оборонной промышленности и экономике. При этом президент отметил, что присутствие США в Литве и Европе остается приоритетом. Напомню, ранее в западной прессе появлялись сообщения, что Пентагон может вывести около 10 тысяч своих военнослужащих из Восточной Европы, включая Польшу и Румынию. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.